Ну что, друзья, наступил июнь. Я подготовила вот такую пряжу, спицы. Хочу повторить своих мотоциклистов, которые до этого вязала. Цвет 2506. Ничего, тут стандартно все. Здесь цвет 2580. Хвойный такой прям добротный цвет. Прям это... Вот, мне кажется, они будут сочетаться. Спицы у меня Чагу 82. Я подготовлю, сразу буду вязать 2 носка одновременно. Так, сам носок, значит, резинка, сам носок, вот это вот цвет у меня, это будет жаккард. Вот. Буду вязать на двойках. Затем, когда будет жаккард, уже буду вязать 2,25 спицами. Поэтому начинаю, приступаю, и что из этого выйдет, уже покажу за неделю, да, успею ли я вообще связать все. Ну, июнь, да, хотя бы начну, а потом уже будет видно. Поэтому отключаюсь и до следующего подключения. Следующее подключение. Хочу показать, что я тут навязала, да, и что придумала. Итак, июнь. Уже неделя пробежала, а еще никуда не сдвинулась. Только вот, сейчас это сдвину, это все. Только вот связала свои жаккард мотоциклистов, скажем так. Да, но жаккард это вообще самое основное, да, что в этих всегда носках. Вот. Концентрация колоссальная, поэтому они связаны без единой ошибки, без единого перевяза. Ниточка мне все нравится, они, кстати, выделяются, да, как положено, вот. Поэтому постирается, но прям идеально все ляжет. Так, отодвигаю в сторону это. Вот. Итак, что по этой пряже? У нас 7 июня. Понятно, эти носки, да, свяжутся теперь по прямой все быстро. Но я тут надумала бацетик, да, эти женские я уже вязала, по-моему, в апреле, а это май, да, вот. И хочу не попробовать, а давно не вязала методом Helix. И хочу вот, насколько хватит, да, тут совсем немножко, и тут тоже вот. Ну и 50 грамм, да, намного-то и не хватит. Но насколько, да, на какой там размер, 36, 35, 34, вот сколько хватит. Понятно, розового тут еще достаточно, даже пара выйдет. Но вот именно Helix хочу связать. Так, это будет 3 пары, ну еще 4 что-нибудь придумаю. Потому что я не очень люблю, когда лежат прям остатки, да, надо сразу это все убирать. Тем более еще лето, и цвета как раз для лета подходят. Ну, а мотоциклисты это, скажем так, пусть будут из нашей вот июньской поездки недельной, и где мы только бродили в лесах, да в горах, как раз подходит хвойные леса, да, и вот земля. Как раз по цвету все подходит. И также здесь. Пусть будет это воспоминание о недельной поездке. Поэтому сейчас отключаюсь. Пойду повяжу. А уже в следующем покажу, что из этого получается. И надо еще придумать мне 4-ю пару. Так что все. До следующего подключения. Следующее подключение. Не заставила себя долго ждать. Вот почему. Здесь я только связала стенку, пятку и саму пятку. Вот. Надо клин подъема вывязать. Здесь то же самое. Вот. Для вечера вязать темновато. Надо вот светлые, когда днем, да, тогда и повязывать. Здесь я немножко передумала. Вот почему. Сейчас покажу. Предыдущий, да, когда было подключение, я говорила, что я буду вязать, да, с зеленого и вот с этого методом Helix. Но я вчера начала вязать методом Helix и поняла, что, во-первых, мне не нравится. Во-вторых, отрезать, да, или обрывать нить я
секционной, да, пряжи сильно и не хотела тут узелки. Потому что, когда методом Helix, да, это 2 раза меньше уходит пряжи. И вот я начала резинку, потом вот эту часть методом Helix. Во-первых, зеленое, оно перекликается и малозаметно. Но у меня паглинок вышел, да, вот эта вот часть двойная вот здесь. Мне надо было уже переходить, я хотела еще пару рядов. И мне надо было на стенку пятки. И получилось, что началось вот это вот темное пятно. И оно никак не красиво ложилось. Получается светлое-светлое, да, вот идет такие вот слабые, да, зеленым еще нормально. Но когда пошло, это как будто бы, не знаю, и получилось, что вот здесь часть, как, не знаю, как сапожок, такая вот прям линия. Мне это вообще не... Я распустила. Думаю, ну ладно. У меня такие есть, по-моему, цветом женские. Я вязала, ну, буду такие вот детские. Тоже набрала 52 петли. И просто вот сюда мне показалось даже так интереснее. И пряжа уйдет, и носок более такой естественный. Поэтому надо что-то выбирать такой цвет тогда. Если взять темнее, тогда этот перекроется. Брать коричневый, тут как-то это... Иногда бывает, да, что попадаешь. Прям красиво получается методом Helix. Но не в этом случае. Поэтому я все распустила. Практически связала один там носок, да, и что-то сидела. Главное, вяжу и думаю, нравится, не нравится. И также этот вот уже носок, да, уже 2 одинаковых. 2 вяжу вместе параллельно. Там чуть-чуть, и вроде как быстрее. Вот остается, да, вот тут перемотала 2 одинаковых. Ну, а здесь, соответственно, если брать тот же методом Helix, ну, опять же, да, вот розовый. Ну, конечно, он фуксия ярче, может это все. Но вот с этим будет уже точно некрасиво. Будет вот это пятно, если брать на паглину. Поэтому даже не знаю. Тогда можно связать то же самое, может, резинкой сюда, да, и весь носок, или пятка такая просто, да. И вот эти вот вывязать. А уже что останется, это чисто вот такой фуксией связать, и можно что-нибудь вышить. Это пока планы. А пока что свяжу то же самое, да, вот это. Смотрите, как красиво смотрится. Ну, так не будет точно. Вот. Был тут зеленый, еще ладно. Ну, как-то это. Вот. Поэтому вот такой у меня пока расклад на эти носочки. Пока только так. Вдруг что еще изменится. Пойду повяжу, и тогда уже довяжу, решу, действительно ли все получилось так вот, как я хотела. Все, пока отключаюсь, а в следующий раз покажу. А может и методом Helix еще свяжу. Посмотрю. На этом пока все. Всем привет! Следующее подключение такое коротенькое. Просто расскажу, что я все же связала. Мои мотоциклисты уже продвинулись. Но они бы и связались, конечно, уже, если бы меня не отвлекли на более другой даже сам по себе проект. Поэтому приостановилась тут на сутки даже. Надо довязывать. Уже связала по прямой 60 рядов. Мне надо 64. И закрываем. Первая пара. Первая пара. Так, вторая пара. Это у меня вот эти зеленые. Да, вот эти вот, которые тут у меня есть. Я их просто чуть-чуть брала. Тут еще хватит на что-нибудь. Я вот взяла только пятка и резинка, поэтому вот на мысок почему-то даже не хотелось. Как-то вот все шло одинаково. Думаю, а зачем тогда, да, если у меня все идет ровно. Прям вот, прям так пошло, прям мне прям так понравилось.
Такое, конечно, редко бывает, что прям вот-вот. Ну, конечно, я же считаю, да, все ряд в ряд, все тут прям вот такие, вот такие у меня остаточки еще. Тоже два одинаковых. Прям чувствуется даже в руках, что два одинаковых. Так, пока эту сторону. И я тут давно хотела связать, не знаю сколько лет, но казалось, что это такая трудная вообще тема. А тут думаю, дай-ка я попробую вот что-нибудь новое даже для себя. Не знаю, насколько это будет мне комфортно. Ну, почему бы и нет. Начала, конечно, не на свой размер. 52 петли у меня вышло. Но мне надо 56. Тоже моя нога, да, как говорится, зайдет туда. Но я вязала 52. Такие детские на девочку носочки. Вот с такой рюшей даже. Понимаете? Я даже связала. Хотя я смотрела на 5, да, спицах. Думаю, господи, я вообще на 5. Нет, я могу, конечно. Но для меня это такое все. Держи все в руках спицы. Хотя ведь раньше я вязала. Вот вчера что-то села, включила там видео одной девушки. Думаю, ну-ка я попробую. Правда, она там на 5 спицах набрала, закрыла, а потом почему-то первый ряд начала вывязывать на круговых, не знаю зачем. Ну, наверное, так быстрее у нее получается, ровнее круг замкнуть. Ну, если у меня получается круг замкнуть, да, не одна пара уже связана, поэтому вот такие рюши я связала 2 сразу, чтобы было все одинаково. И вот у меня 3 цвета и белая рюша. Причем белую даже не знаю, хотела вообще зеленую, но зеленая как-то сюда. Ягодная получилась бы, конечно. Но это же не проблема, да? Не проблема. Еще и зеленый потом сделать. Бело-зеленый. Ну вот у меня 3 цвета. Вообще хотела вот так как-нибудь, да, 2, чтобы убрать. Ну, примерно вот такого. Но по цвету, да, они прям вот идеально. Связать тот же хеликс, как эти зеленые, тут тоже есть темный, потом некрасиво. Вот сидела, кумекала и думаю, нет, давай я попробую все-таки эти рюши. Ну, рюши-то я связала, теперь рюши лежат. И связать к ним тоже как-то не очень. Вот это вот может. Но это на носки мне не хватит. Все. У меня есть и голубые, у меня есть и синие. Вот склоняюсь к этому. А потом, может, что-нибудь вышить к ним сбоку. Ягодку какую-нибудь. Хотя мне вот этот цвет тоже нравится. Вот они прям... И эти вот так можно 2. Ну, наверное, может, свяжу. Что в конце выйдет, даже не знаю. Может, это... Или вот такие детские носочки. Надо еще взвесить, посмотреть, что будет. Тут меньше, по-моему, 50 грамм. Надо взвесить. Нет, раз завязано, значит, я отсюда уже брала. Просто они такие вот нежно-розовые, а этот прям фуксия вызывающий. Вот это меня смущает немножко. Надо взвесить, если тут есть... Ну, хотя бы 45 хотя бы грамм. Это должно хватить. Надо идти взвесить, сколько ушло. Все по весу у меня, как всегда. Все взвесить, все посчитать. Но чувствую, что не хватит, и потом придется, да, если все вязать одним носком, может потом не хватить. А может, голубые возьму сюда.
Ну, посмотрим. Пока эти довяжу, эти начну. У меня же еще 4-я пара, да? Вот еще 4-ю. И сейчас я покажу, что же меня отвлекло. Сейчас, подождите. Я вот возьму. Отвлекли меня. Сейчас я вам сразу покажу. Хоть это сюда не относится, да? Ну, так. Вот такой девочкой. Девочка-то у меня была персиковая связана, но я месяца 2 не могла ей сам образ собрать. Вот что-то мне не давало. То голубое, то белое, то какое-то. А тут и прическу перевязала просто. Сейчас еще уши, мне кажется, выше. И надо чуть ниже. И все. Вот ободок еще. И может сандалить. И будет образ. Такой будет подарочек. Подарочек для моей сестры. Я ей уже вязала, кукла. Вот. Поэтому доделаю еще, правда, надо запаковать все красиво. И будет красота. Всем привет! Очередное подключение. В этом видео я покажу, что у меня осталось. И в заключительной части покажу, что я связала в итоге. Я все успела. У нас сегодня 17 июня. Я уже говорила в предыдущем, что мне нужно было до 20-го, даже не до 20-го, а до 19-го вечера все успеть, все связать, видео отснять, последний результат за июнь, на блокаторы, да. Сейчас все буду по порядочку показывать. Итак, сначала покажу остатки. Вот такие вот у меня еще хорошие достаточно остатки. Из этого я планирую все же связать коричневые носки и зеленые мотоциклистов, потому что это как раз останется на пару. И будет такой переклик зеленый с коричневым или коричневый с зеленым. Затем у меня вот фуксия осталась, ничего я с нее не придумала в итоге. Не знаю. Ну, куда-то ее надо. Будем думать. Вот такой у меня еще, да, остаток. Теперь тут точно остаток, потому что уже начатый клубок. Вот еще 2 вот таких одинаковых. Зеленый осталось, да, вот. Ну, можно даже связать прям совсем крошечные носки. Но нужно убирать, чтобы ничего не валялось, потому что кроме носков я ничего с этой пряжи все равно вязать не буду. И вот такой цвет у меня попал. Неожиданно. Прям вот для меня, да, взяла новый клубок за место фуксии и вот связала носки. Сейчас один еще клубок достану. Как раз тут не хватает. Не хватает у нас вот такого молочного. Вот. Теперь буду рассказывать, что да как. Начнем, да? Вот мои связанные красивые носочки, которые вязала 4-ю пару. Мне прям все понравилось. Все вот прям до конца. Да, еще даже вот осталось. Я всегда вяжу, если я бы знала точно, что мне хватит, да, но я не стала вот рисковать. Потом лишние вставки тут делать не хочу. Поэтому вот зелененький, прям все идеально. Мне прям все понравилось. Ну, в общем, как и всегда. Довожу до совершенства. Даже если мне будет нравиться, я буду просто распускать и делать то, что мне нужно. Пока мне не понравится результат. Поэтому вот. Даже вот тут вот пустила вот такую дорожку. Это вот эта пряжа была. Ну, Alize, да? Да, Alize Superwash и Fable. Поэтому можно еще связать вот такие носки. Так, значит, пара это сюда. Затем мои мотоциклисты связаны. Мне очень понравилось. Прям все идеально. Все. Они даже получили, вы знаете, вот вязала это уже 3-я пара. Но это прям вообще мягенькие получились. Я не знаю почему.
Прям вот мягкие-мягкие. Предыдущие, мне кажется, так не были. И тут и паголины длинные. Прям мне все идеально понравилось. Хотя я там тоже все одинаково вязала. Не знаю, почему, может, сильно затягивала жаккард. Хотя и там везде в 3 парах 2,25 был жаккард. Но это вот прям, мне же само такой вот эластичный. И все вот. 42 с половиной. И резинка, как у меня всегда, 2 на 1. Вот, люблю я эту резинку. Вот, все одинаково, все вот, по серии. Здесь даже вот связала во многих носках, в этот раз связала изнаночный клин подъем. Вот такой вот для разнообразия. Так, и вот как я уже говорила, да, что хочу связать в обратную теперь. Почему бы и нет? Мне кажется, вот если уж коричневый, сейчас посмотрю хоть сверху. Да, все видать. Ну, так-то я вижу, а тут понятно, что и так видно. Вот. И почему бы не поменять местами? Будет даже классно. И это вот сюда положим. Вот так. Эти носочки, да, тут также вот фабл, вот остатки. Тут, кстати, детские еще точно выйдут. И вот эти носочки. Тоже все идеально. Также можно было еще и чуть больше связать, но не стоило также рисковать. Также изнаночная, клин подъема, пятка. Вот все прям. Я за всегда одинаковый, если это возможно. Сразу перематываю все секции. Вот. Все идеально. Тут тоже можно еще. Ну, если только на паголь иногда выйдет. Или тот же метод хеликс, но вот это вот вырезать, вот эту темную. Тогда будет идеально. Если это убрать темную, тогда будет все красиво. Надо будет попробовать и убрать. Просто что здесь по 52 петли, но придется набрать чуть меньше. 52. Да, потому что по 48 я точно не набирала. Или 48. Сейчас мы. Нет, по 52 петли. Вот такие вот носочки. Все это в свободный размер. Вязала. Вот тут примерно это. Думаю, а так все. Потом на блокатор, и получалось, что это 3,5-4 годика. Понятно, что на блокатор растягивается, это всегда все вот прям идеально, да? Но при носке все-таки потом это все садится как надо. Так же, как и мужские. Все это красиво. Когда человек одевает, это уже совершенно по-другому смотрится, носится по-другому, да, вот. Я такой вот подметила, что все красиво только на блокаторе. Вот. А размер уже, когда одеваешь, тогда и подбираешь. Вот тоже все одинаково. Все, убираем. Теперь, почему лаванда и вот этот молочный? Фуксию сразу уберу, потому что с нее ничего так и не связала. Не нашлась. Вот, может, что-нибудь придумаю. И вот. Я уже говорила где-то в предыдущем видео, что я увидела много лет назад эти носки с рюшами. И там девочки вязали на 5 спицах. На 5 спицах я тоже умею вязать, но я уже, как говорится, разленилась на них вязать 5. Я все-таки за Magic Loop. Раз-раз, и все пошло. Я думала, если там на 4 спицах, да, вот эти 5 спицами набираешь, и все вот это потом переносишь, потом соединяешь. Это такое вот все, мне показалось, настолько все, не то что тяжело, а такое замудренное. И тут я увидела, девушка набрала на 4 спицах, и потом она первый ряд провязывает уже на круговых. Ей так удобно замыкать в круг. Она все видит, все ровненький круг. Я подумала, нормально, да, там типа посмотрела это.
Думаю, а зачем на 5 набирать, когда можно было сразу на круговые? Ну, всегда приходит все с опытом, да, и время проходит, мы перерастаем, и получается, не все так было там, это трудно. Не знаю, почему не вязала. И вот, получились у меня такие носки. Я потом хотела, кстати, с фуксией, вот так вот. Ну, как-то пустые носки. Ну, не, может, я еще и свяжу. Просто на больший размер. Так, для красоты пусть будут. И я связала вот такие вот лавандовые. Идеально подошло вот эта пряжа. Сейчас я покажу, что это. Это у нас Белолана. Гутелауны. Самая бюджетная. По-моему, Kaufland я покупала пряжу. Мне все равно. Дорогая, бюджетная. Самый сегмент. Носочная ж пряжа, да? Не будешь же носки носить одни по 5-6 лет. Понятно, Регия, да, тут не в конкуренции. Ее можно носить, мне кажется, вечность. Вот дают 10 лет гарантию, вот так она и будет. Но опять же, если одна пара, то, понятно, можно и за сезон ее протереть. А если 3-4 пары, то... Ну, какая зима у кого. Поэтому я связала. Пока связала по-простому. Там я видела девочки прям рисунки, да, прям убавки, прибавки, вправо-влево, наклон. Я хотела попробовать хотя бы, чтобы вышло вообще по-простому. И даже ничего себе вышло. Мне даже очень понравилось. Я уже не стала там долго выдумывать что-то, да. И просто связала. Лицевую гладь и посмотреть, как это вообще выглядит. По первой паре можно потом уже судить и смотреть, что надо, что не надо, как лучше. Ну, по крайней мере, у меня так. Это вот такие вот носочки. Тоже набирала 52 петли. И, наверное, они вот с этими одинаковый размер. Да, вот с этими. Ну, типа на мальчика, а это на девочку. А если связать, мне кажется, еще маленькие, такие прям малюсенькие, вообще будет классно. Если еще с хлопковой пряжей, вообще будет такие прям нарядные-нарядные. Надо будет на июль посмотреть. И летние носочки повязать точно так же. Мне кажется, будет красиво. Белые это и голубые. Но это уже в следующей истории, в следующем месяце будем думать. А пока все убираю. Итак, вся моя коробочка. И сейчас укладываю все сюда, убираю. Уже не влазит, поэтому надо уже менять. Все. На этом все. Июнь я завершила. Досрочно. Все бегом-бегом. Хотела все-таки успеть. Чтобы за июнь тоже было, чтобы на июнь ничего не оставлять. Потому что потом придется вязать 5-6 пар. А этого я не хотела. Благодарю всех, кто досмотрел видео до конца. И начинаем думать, что связать на июль. На этом всем спасибо и пока-пока.